Всем привет, это Гео, это Боно подкаст, и еще никто не знает. И сегодняшняя тема «Кем бы я был, если бы никого не было?» Достаточно простая тема на рассуждение. И я о ней очень много думал, я прям искал даже информацию, что же вам интересного сказать. Но и в целом я сначала хочу поделиться своими мыслями, потому что, наверное, если бы вот вообще никого не было, как в этом фильме, когда остается один человек на планете, я бы, писал музыку, научился бы играть на 10 тысячах миллионах инструментах, освоил бы все программы, все навыки и был бы самым гениальным музыкантом на планете, потому что единственный, собственно. Но вообще, реально, глобально, если бы не было какой-то гонки за успехом, даже утрированной, потому что люди очень часто стремятся ради чего-то, ради внешних обстоятельств, не ради внутренней выгоды. И это, супер понятные какие-то простые мысли, которые я говорю, но все-таки очень сложно отличить вот свои реальные нужды, свои ощущения от того, что вот навязано обществом, потому что нас же формируют окружение, родители, блогеры, которых мы смотрим, я не знаю, новости, на которые мы подписаны, все вот это внешние факторы все эти на нас сильно влияют. На то, как мы растем и чем мы хотим заниматься и куда мы хотим стремиться. И в этом плане я даже не знаю. Я не могу сказать, что мне страшно быть собой, потому что в целом я и есть я. То есть я как будто стараюсь быть собой в роликах, в музыке, в Инстаграме, переписки в живом общении. То есть плюс-минус одинаковый, потому что, да как-то, не знаю, лень как будто бы меняться, то есть менять свои паттерны взаимодействия ради чего-то. Странно, то есть можно, и я знаю людей, которые так делают, но глобально прям осознанно это делать мне не нужно. Я неосознанно это не умею, поэтому я плюс-минус одинаковый. И это как-то звучит даже неплохо, не хорошо, просто как-то так скучно, скучно. Хотя... и рассуждая дальше о том, что кем бы я был, если бы никого не было, да, наверное, надо поговорить, про давление на самом деле. Потому что и сейчас внешнее давление со стороны новостей, люди реально боятся планировать, что-то думать на будущее, на год вперед, на 5 вперед. Раньше, мне кажется, было спокойнее и как-то ритмичнее время шло, потому что здесь у нас прям, оно как будто прям супер-супер-супер ускоряется, и даже не в рамках количества и яркости каких-либо событий, а в целом просто за счет шифта технологий, и это не то чтобы даже субъективно, мне кажется. Хотя, с другой стороны, я не знаю, как было раньше, 30 лет назад, 40 лет назад. Может, оно и так быстро было, просто люди не ощущали этого. Хотя у нас есть, опять же, всякие смартфоны, соцсети, поэтому они и ускоряют коммуникацию. Поэтому я думаю все-таки что да, скорость в целом она растет, но мы к этому адаптируемся. Но при этом, когда мы перегибаем эту палку, и мы не можем уже это контролировать, мы как раз-таки теряем себя. В этом плане ты делаешь не то, что ты хочешь, а ты делаешь потому, что так нужно делать, потому что кто-то в рилсе так сказал, что это успешные люди так делают. Успешные люди встают в 4 утра, успешные люди бегают 50 тысяч километров, делают 1000 отжиманий и 10 тысяч приседаний. Поэтому, мне кажется, без вот этого внешнего и социального давления в целом можно жить. И мне кажется, некоторые так живут. Мы знакомые какие-то, которые супер просто и так степ-бай-степ проводят дни, ощущая свои эмоции и прям, не знаю, как-то очень-очень по-настоящему все делают, исходя из внутреннего импульса. И это тоже очень интересно. Ты можешь делать что-то из внутреннего импульса, а с другой стороны ты можешь делать что-то из а-ля внутреннего импульса. Я про то, что ты можешь не замечать, как твой внутренний импульс
подогревается чем-то другим, не тобой, не твоим желанием. И здесь очень важно вообще осознавать себя реально и вот размышлять о том, то, что, блин, а какие причины вот этой штуки? Ну, то есть эмоциям даже. Ну, то есть вот я злюсь, а почему я злюсь? Потому что вот это сказали. А если это сказали, а куда это тыкает, в какую боль? И вот так вот реально разбираться в себе, чтобы ощущать, где это вот твои действия, а где это вот действия, которые навязаны чем-то другим. Потому что, блин, я наконец-то собрался и сделал этот моноподкаст, наконец-то начну, надеюсь, регулярно, дисциплинированно снимать контент, потому что мне это нравится, потому что это прикольно, потому что это вам, может быть, нравится, а если вам это нравится, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вот, это так все забавно. Потому что, да даже на меня, ну то есть я в целом не боюсь выпускать контент, потому что я знаю, ну, условно, все рамки, последствия вообще действий. И я как-то беру ответственность за свои слова, наверное. Но я не уверен, я буду стараться. Потому что, да, я буду подсматривать периодически в ноутсы, чтобы вообще не потеряться. А так это будет просто концентрация моих мыслей. Вот, поэтому если вы ложитесь спать, спокойной ночи, АСМРчик. Вот, а если вы кушаете, приятного аппетита. И продолжаем, собственно. Угу. 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 Вот, да, продолжаем. Я не буду ничего катать, потому что это вот живое размышление. Живое размышление. И у меня в ноутсах вообще написано, что вот, а если никто не смотрит, и ты вот в своем вакууме живешь, и ты можешь делать вообще что угодно, но тебе нужно закрывать вот всякие потребности базовые, там, еда, вода, сон, жилье, то на самом деле, и в таком же капиталистическом мире, но, ну, не капиталистическом, ну просто вот в таком мире, где тебе нужно что-то делать, чтобы зарабатывать деньги, но при этом не имея чисто внешнего социального давления на тебя как на личность, на как проявление, как на выбор работы или чего-то, то это, мне кажется, бы наоборот настолько развязало мне лично руки, что я бы занимался вообще всем. Ну вот всем, чем можно, вот в чем можно разобраться, от, я не знаю, от крипты до керлинга, я не знаю, до написания вообще книжек каких-то, романов и снятия тиктоков. Ну, то есть вообще, то есть это реально чисто пробовать, и вот что прикольно. Потому что в целом все прикольно. Особенно в шорт-терме, когда ты не занимаешься этим всю жизнь или там 30 лет, и у тебя реально вот сейчас у нас есть вот возможность, если вот не в этой ситуации вымышленно, а именно в целом, у нас есть возможность реально менять пути. Я всегда вижу, когда всякие интершипы смотрю или джоб-офферы, что там, если вы меняете карьерный путь, если вы там работаете где-то, то вот мы там готовы вам предоставить вот это, и вот эти плюшки, типа. И на самом деле сейчас вот все благоволит, чтобы заниматься вообще всем. Вот все попробовать. Пойти поработать этим, снять, завести ТикТок, снять на YouTube канал, начать писать песни, начать играть на инструменте, читать книги, написать книгу и нарисовать картины. Я не знаю, сделать NFT и обанкротиться. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые казались бы на самом деле сумасшедшими. И, блин, главное тут, что страх играет. Потому что я вот смотрю на каких-то, знакомых, и они живут, типа, жизнь, вроде как. Им хорошо. Ну, то есть в моменте счастливы, где-то грустненько. Но вот глобально обычная жизнь. Но при этом нету стремления, нету какого-то стремления, чтобы вот пробовать что-то новое, искать себя. Или есть это стремление, но оно очень сложно проявляется. Потому что, опять же, как будто на людей оказывают давление, и из-за этого они бездействуют. Типа, если я не буду ничего делать, то меня как-то, если я буду делать что-то неверно, меня будут
критиковать, а если я буду не делать ничего, то всем пофиг, типа. И поэтому по пути меньшего сопротивления пойти и вот так вот тусоваться в джакузи с Пумбой и Тимоном, вот в этом знаменитом джакузи меме, в своем родном, но при этом, блин, таком маленьком и таком странном, как-то грустно, не знаю. Вообще, вот реально, чисто на своем опыте могу сказать, как будто бы социальное давление, но оно, ну, и вот желание что-то делать, просто делать, не получается делать, все равно оно просто где-то так на поверхности лежит, что ты просто немножко разбираешься в себе, вот и думаешь, что вообще происходит, как я взаимодействую с внешним, то есть как внутреннее мое взаимодействие с внешним. И ты понимаешь, на самом деле, блин, что бы ты ни сделал, ну, очень сложно остаться в истории. А если ты настолько зафакапился, что ты остался в истории, так это тоже круто. Но если это что-то такое нелепое, а не грустное. Вот. Потому что иначе реально страх порабощает. И мне тоже, блин, неловко, потому что это первый ролик, я давно не снимался, не монтировал, и давно очень не говорил на камеру, а в подкасте у нас было 2 человека, и тебе говорить немножко проще, потому что ты там вспоминаешь какую-то историю, слушаешь, что-то не отключаешься от диалога такой, а тут ты должен был говорить, это должно быть весело, прикольно и интересно в целом. Вот, поэтому я не знаю, как это получится. И я вот волнуюсь за это, чтобы вам это понравилось, чтобы это было интересно слушать. Хотя я не то чтобы сильно концентрирую какую-то продуктивную информацию, скорее больше расслабить мозг и так фоново что-то вообще осязать, вот как-то где-то там. То есть не быть включенным в этот ролик конкретно, а вот ну, просто что-то слушать, так, о, блин, прикольненькая мысль, о, фигня какая-то, о, прослушал. Оп, отмотать. Вот, и поэтому, блин, так забавно на самом деле. Я надеюсь, что реально понравится. И вообще, даже подводя итоги этого всего, кем бы люди были, если бы никого не было, мне кажется, здесь надо подходить с того вопроса, что а давайте просто не бояться, чтобы все были теми, кем они хотят, и всем тогда будет good. В плане того, что сейчас люди любят вот это осуждать, критиковать какие-то действия, что-то вообще думать не о себе, а о других людях. Причем, ну, в негативном ключе, а ты типа крутой. Ты вот такой вот один, вообще. Но это же не так. И если бы вот все поддерживали друг друга, было бы сильно проще вообще всем людям. Потому что вы такие, блин, сделать, не сделать, и тебе друг говорит, да, конечно, делай. Запикаю. Да, конечно, делай. И ты перестаешь сомневаться в себе и в своих силах. Потому что тебе говорят, да, делай. Потому что когда у тебя такое сложное общество, и ты боишься ощутить давление еще больше, чем ты испытываешь на повседневной основе в рутине, то, блин, страшно что-то начинать новое. Поэтому здесь я хотел бы пожелать всем реально просто чувствовать, что вы ощущаете, определять это и направлять реально вот в нужное русло. И если вы хотите что-то делать, делайте. Вот так, делай. А если не хочешь, блин, не делай. И делай что-то другое, что ты хочешь. Потому что цитатником ВКонтакте, конечно, заговорил, но, блин, глобально ты же просто должен пройти этот порог и просто что-то делать. И если ты вот так вот начнешь что-то делать, это тебе такой импакт принесет. Поэтому это был первый выпуск. Я надеюсь, он получился таким сумбурным, веселым, каким-то таким, возможно, текучим. Но да, я буду стараться, я буду развиваться, я буду улучшать. Поэтому всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставаемся со мной. Йо-йо-йо, пока.